На следующем этапе необходимо развести гипсовую шпаклевку Knauf Uniflot в воде в соотношении 1 к 2. Наливаем в емкость для размешивания 3 мерные ложки воды. И 6 мерных ложек гипсовой шпаклевки без горки. Берем деревянную палочку и аккуратно размешиваем. Раствор должен получиться вот такой консистенции. Далее начинаем наращивать объем каждого лепестка розы. В этот момент необходимо сразу формировать линию края лепестка. Закрываем всю плоскость элемента шпаклевкой. Последите за процессом. Так действуем по всем элементам барельефа. Этот слой шпаклевки выступает пока в виде грубой подложки. Сильно выравнивать его не стоит. Это мы будем делать на заключительных этапах. Во время работы я советую вам правильно организовать рабочее пространство. У вас все должно быть под рукой. Для этого я рядом с планшетом установила столик, где развожу гипсовую шпаклевку. Затем аккуратно, не торопясь, набираю объемы барельефа. В этот момент надо получать удовольствие от работы и не думать о том, когда она завершится. Необходимо быть здесь и сейчас и создавать гармоничное художественное произведение. Следите за тем, чтобы все саморезы и проволока были спрятаны как можно глубже под слои шпаклевки. Иначе при обработке они могут выступить наружу и испортить вашу работу. В центре цветка должен быть набран самый высокий объем. В этом месте главное не потерять рисунок и четко представлять форму лепестков. И ничего страшного, если вы немного будете отходить от начального рисунка. Главное, чтобы барельеф имел гармоничные формы и его линии были приятны глазу. Последите за процессом. На последнем этапе формируем серединку барельефа розы. Набирать все детали необходимо с запасом, так как дальше мы будем их вырезать, и у нас должно быть достаточно массы для формирования рельефа. Вот так будет выглядеть рельеф на данном этапе. Сбоку видно, какой толщины я набрала каждый лепесток.
На следующем этапе нам необходимо выровнять форму каждого лепестка, удалить все неточности, закрыть все впадинки и бугорки. Края необходимо приподнять как можно выше, чтобы было потом что шлифовать. В работе постоянно следите за пластикой линий каждого элемента барельефа. Таким образом наносим слои шпаклевки по всему барельефу. В этот момент смотрите на смыкание элементов. Один лепесток должен плавно выходить из-под другого. Во время работы у вас обязательно должен быть включен верхний свет, чтобы вы могли точно видеть и контролировать создаваемую вами форму барельефа. Последите за процессом. На следующем этапе я внимательно рассматриваю каждый элемент барельефа под разными углами, чтобы решить, где еще необходимо добавить объема. В этот момент очень помогает ощупывание рельефа рукой, так как неточности на белом фоне могут быть плохо видны, а от чувствительных пальцев рук они вряд ли скроются. Далее карандашом я пометила все места, где мне хочется нарастить объем и исправить неточности формы. Затем я набрала объемы и включила подсветку по бокам барельефа, чтобы имитировать свет, при котором он будет использоваться в готовом интерьере. И еще раз внимательно рассмотрела рельефы. И добавила еще шпаклевки, где это было необходимо. В самых тонких местах я набирала шпаклевку с помощью кондитерского шприца и разглаживала ее мастихином. На этом этапе нам необходимо по максимуму набрать все объемы барельефа и уточнить их форму.